Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 29 января. Сегодня у нас с вами понедельник и новая рабочая неделя. Обращаем ваше внимание, что буквально уже в среду последний день этого месяца. И, друзья, у нас заканчивается январь. Но именно этот день, 29 января, будет очень тяжелый днем для многих людей. Вы далее поймете, почему, и обратите внимание, пожалуйста, вот на те советы, на те рекомендации, которые мы вам дадим. Тогда вы сможете достаточно легко пройти этот день. Поэтому сегодня на протяжении всего этого дня говорите одну фразу. Эту фразу нужно, она буквально состоит из одного предложения, но она вас будет оберегать, вам будет помогать. Особенно это касается тех людей, которые работают, живут с злыми, завистливыми людьми. Дело в том, что сегодня многие люди будут себя очень проявлять. При этом будут проявлять так, что вы будете достаточно удивлены. А почему это так? Давайте будем с вами, друзья, далее все более подробно разбираться. Итак, сегодня у нас с вами, друзья, убывающая луна в знаке зодиака Дева и находится на 18 сегодня у нас с вами и 19 лунные сутки. Но дело в том, что сегодня именно энергетика Луны будет особо влиять на наше самочувствие и на наше энергетическое состояние. Дело в том, что сегодня именно в этот день некоторые люди будут ощущать очищение как физического, так и эмоционального. Как этого будет происходить? А это будет происходить с помощью ваших мыслей, подсказок со стороны, каких-то знаков. При этом очень важно на это все реагировать. Кроме того, обращайте сегодня внимание на свое здоровье. Берегите сегодня свои деньги, не транжируйте. Почему? Потому что очень важно сегодня находиться в спокойствии. Да, понедельник день тяжелый сам по себе, особенно для тех людей, которые работают активно и ведут образ жизни. И сегодня очень важно, чтобы вы не соприкасались с негативом. Да, это сложно. Не соприкасались с какими-то ссорами, скандалами, с конфликтами, потому что, к сожалению, ничего хорошего это, друзья, не приведет. И кроме того, и Луна еще на самой убывающая, и в знаке зодиака Дева, и многие люди будут не понимать и не осознавать, что с ними происходит. Также, если вы сегодня не заняты или вы дома или на работе, неважно. Если вы на работе, переберите вещи, на рабочем столе пересмотрите, уделите внимание сегодня своему компьютеру, телефону, любым вашим гаджетам, и хотя бы что-то пересмотрите, уберите, удалите. Это очень важно. То есть сегодня очень день важен для порядком. То есть, если у вас в жизни где-то хаос есть, это может быть в одной какой-то сфере, идеально, когда у вас все разложено по полочкам, и вы в любой момент можете подойти, взять и использовать. Но очень часто бывает так, что мы спешим, мы опаздываем, мы не видим каких-то моментов. И поэтому сегодня день это для того, чтобы сортировать, для того, чтобы организовывать свою жизнь. При этом это касается не только работы, но и дома. Даже если вас что-то дома раздражает, ну, например, вы давно хотели поменять мебель на кухне, да, у вас не хватает финансов, то это не значит, что за своей любимой кухней не нужно смотреть. Помойте ее, уберите, возможно, уделите сегодня внимание, например, приправам или только крупам, но главное, хотя бы сегодня уделите внимание какому-то участку работы. Также сегодня очень важно уделять внимание деньгам, своему здоровью. Почему? Старайтесь сегодня более осознанно подходить вот к своему физическому состоянию, к эмоциональному. Если есть возможность, занимайтесь здоровым образом жизни, создавайте гармонию вокруг себя. И это действительно
действительно может вам со временем принести определенные результаты. Помните о том, что если вы сегодня решили за один день что-то поменять в своей жизни, это невозможно, потому что вы уже долгий период живете в этом. И чтобы поменять, нужно идти, это нужно делать шаг за шагом. Но когда вы это будете делать, вы постепенно поймете и сможете осознать, что это у вас действительно будет легко и просто получаться. Кроме того, ввиду того, что сегодня убывающая луна, обращайте внимание на то, что сегодня на те или иные задачи вам может потребоваться больше времени. Кроме того, в вечернее время постарайтесь уделить внимание себе и внимание отдыху. Это очень важно, потому что это будет способствовать вашей гармонии и вашему покою. Также старайтесь сегодня быть спокойными, насколько, конечно, это возможно. Наслаждайтесь сегодняшним днем и старайтесь осознавать и понимать, что вы человек жизни своей, вы архитектор, вы строитель, вы творец. Это очень важно. И вы должны сегодня подумать о том, как вы можете достичь гармонии и успеха в той или иной сфере. Да, сегодня по энергетике день достаточно тяжелый, но знайте о том, что вы действительно можете что-либо изменить в своей жизни, если этого пожелаете или это захотите. Что же лунного календаря по здоровью, то сегодня очень важно уделять внимание своему здоровью. И сегодня очень хорошо нужно следить за своим здоровьем и постарайтесь, особенно во второй половине дня, дать своему организму отдохнуть и расслабиться и восстановиться. Кроме того, возможно, уделите внимание каким-то детокс-программам, возможно, вам нужно посетить сауну для того, чтобы очистить свое тело от вредных веществ и токсинов. Помните о том, что в первую очередь вы должны уделять внимание себе, своему телу, чтобы вы находились в гармонии с самим собой. А все остальное это придет. Кроме того, некоторые люди сегодня могут испытывать повышенную чувствительность, поэтому незамедлительно реагируйте на любые сигналы вашего организма. Как вариант, подключайте сегодня дыхательные практики, медитацию, йогу, для того, чтобы успокоить свой разум и достичь внутренней гармонии. Также стоит обратить внимание и на диету. Конечно же, очень сложно прийти за день на диету, но вы должны хотя бы сегодня исключить из своего рациона острые, жирные, какие-то тяжелые продукты питания. Уделите внимание больше свежим овощам, фруктам, каким-то легким блюдам, потому что это поможет вашему пищеварению работать более эффективно и предотвратить возможные неприятности в будущем. Помните о том, что все, что мы с вами принимаем вовнутрь, оно там все равно, если это связано с химией, это все накапливается, и в один момент оно может привести к каким-то серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому, чтобы не было, помните о том, что уже нужно сегодня, сейчас потихонечку свое тело восстанавливать. Кроме того, обращаем ваше внимание, что если кто слышал, что говорят, был же, как вы знаете, экономический форум в Давосе, да, и говорили об определенной болячке. Так вот, поднимайте свою, сейчас уже готовьтесь, поднимайте свою иммунную систему, уделяйте своему здоровью, уделяйте внимание спорту. Не обязательно заниматься спортом, ходить на фитнес-центр, но хотя бы прогулка каждый божий день по 40 минут быстрым шагом уже даст вам толчок к тому, что вы начнете в один момент прекрасно чувствовать свое тело и понимать, что вам подходит. Потому что бывает очень часто так, человек становится на путь своего оздоровления, очищения и начинает, например, есть то ли жареное, то ли сладкое. Ему тело говорит о том, что все, я это не хочу, я отторгаю это. И вот здесь вы должны услышать себя и свое тело. Поэтому те, кто запланировали эти болячки, они их продвигают, как вы видите. Конечно же, к сожалению, это больше будет касаться и детей, и поэтому
Вы знаете, обратите внимание на букву X. То есть неспроста этот вот именно болячка называется с X, потому что она будет умножать все то, что есть в вашей жизни со знаком минус. Поэтому мы это уже сейчас вам говорим, поэтому подумайте о своем здоровье, подумайте о том, кто есть в вашем окружении, которые на энергетическом плане могут сосать из вас вот эту жизненную энергию. Если вы это не верите, это ваше право, то скажут, что это фантазии, все. Это, еще раз, это ваше право. Каждый человек слышит свои подсказки определенные и, конечно же, сам для себя решает, принимать это ему или, возможно, вы услышите в этих словах что-то большее, и вас это направит на что-то другое, и вы поймете, как вам нужно дальше двигаться. Помните о том, что этот год, он все-таки немножко будет достаточно тяжелый. Вы уже сами видите, уже с первых дней января нас ждали сюрпризы, хотя мы в наших прогнозах говорили об этом. Многие говорили, не может быть, но видите, это все происходит. Что же касательно денег на этот день, то старайтесь сегодня как можно меньше тратить денег. Все-таки это не тот день. Сегодня, знаете, лучше планировать что-либо, соблюдать во всем порядок, практичность. Это очень важно. Кроме того, если вам сегодня предлагают что-то купить подешевле, по распродаже, не спешите, дайте себе пару дней, делайте паузу, и вы потом поймете, действительно нужно вам это было или нет. Кроме того, сегодня хорошо провести анализ своих доходов, расходов, и вы должны понимать и то, что сейчас уже вот в конце января нужно составить себе план действий на ближайшие хотя бы полгода. Давайте теперь посмотрим, что же нам говорит карта Таро на этот день, 29 января. И карта у нас с вами, друзья, на этот день выпала колесница, которая говорит нам о важном повороте в судьбе. Она говорит нам о том, что в жизни сегодня каждого человека придет что-то, что связано с удивлением, с важными изменениями. Кому-то придется принять решение, кому-то придется активно сегодня действовать. И вот эти действия, эти события, ваши мысли будут и определять развитие событий в ближайшем будущем. Кроме того, если вы сегодня не знаете, заниматься чем-то вам или не заниматься, то есть, возможно, у вас есть какой-то проект, предлагают вам, то знаете, эта карта также нам подсказывает о том, что вы добьетесь успеха в ваших начинаниях и достигнете тех целей, которые поставили себе сами. Но очень важно, чтобы вы проявляли решимость, уверенность в себе и готовность самоотдачи. Кроме того, вы должны взять себя в руки и начать контролировать свою жизнь, потому что если вы не знаете, что вы хотите, как вы хотите, то и знаете, высшие силы, ваш ангел-хранитель, он тоже вам не помощник, потому что все должно инициатива идти в первую очередь от человека. Если вы о чем-то думаете, мечтаете, хотите, желаете, знаете, высшие силы все сделают, в том числе и ангел-хранитель, и высшие силы, архангелы, для того, чтобы это было в вашей жизни. Поэтому сегодня проявляйте инициативу, проявляйте силу воли, смелость и измените то, что вас не устраивает. А поверьте, у каждого человека это есть что-то свое. Далее давайте посмотрим, что же нам говорит архангел Михаил на этот день, 29 января. И вы знаете, архангел Михаил призывает нас сосредоточиться на своих внутренних ресурсах и найти в себе силы пережить любые испытания. Будь это могут быть трудности на вашей работе, могут быть трудности в личной жизни. Вы должны иметь энергию, вы должны иметь решимость и ни в коем случае не позволять негативным ситуациям овладевать вами. Как вы знаете, силу воли можно развивать, укреплять, знаете, как любую другую мышцу. Поэтому Михаил
Архангел Михаил и говорит нам о том, чтобы мы уделили внимание сегодня нашей воле. Это иногда сложно, но без этого никак. И кроме того, нужно понимать и то, что любая преграда, которая появляется сегодня в нашей жизни, это наши какие-то новые задачи, это новые испытания. Но вы должны понимать и то, что высшие силы просто так ничего не делают и не дают. Они дают нам то, и они уверены, знают, что вы обязательно это все преодолеете, при этом с легкостью. Далее, друзья, ввиду того, что мы с вами говорили, что сегодня все-таки тяжелый день, обязательно на протяжении всего дня, прямо если вы чувствуете, что у вас возникают сегодня какие-то ситуации, какая-то неразбериха, что-то не получается, вы можете сегодня говорить именно эти слова, и они на протяжении, друзья, всего дня вам будут помогать. И звучат они следующим образом. Господи, дай мне силу, чтобы принимать то, что я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого. Вот это очень сильные сегодня энергетические слова, которые обязательно вам помогут. Поэтому не поленитесь, перепишите и говорите. Это очень важно. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 29 января. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить донат, помочь нашей команде. Друзья, ссылка есть в описании, так и прямо написано. Благодарность можно выразить по ссылке, нажимаете, любая сумма нам будет приятна. Кто нас поддерживает, друзья, нам тоже это очень приятно, и мы вам выражаем особую благодарность. Отправляем вам энергию изобилия, достатка и благополучия. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.